вами Андрей. Мы продолжаем NetHack. У нас получается персонаж. Не та кнопка. Мужчина, человек-турист, 9 левел, нейтральное вероисповедание, поклоняется леди, что как-то неудивительно. Мы, получается, находимся в гномих копиях, 6 уровень. У нас 79 хитпоинтов, 39, 33 спеллбар, минус 6 армор класс. У нас автоподбор монеты стоит, золото так называемое. У нас, получается, есть некоторые статы. 16 сила, 12 ловкость, 18 получается выносливость и интеллект, 7 мудрость и 14 харизма. Также мы не перегружены, мы экипированы даггером, и у нас эксперт в даггерах. Так, у нас получается текущий инвентарь присутствует такой. У нас есть даггеры с собой в комплекте, нагрейженные на +2. Есть даггеры, которые в квикере стоят, так называемые колчане, 6 штук. Альтернативная рука. Есть некоторые даггеры рунические. Рунические даггеры — это эльфийские даггеры, они из дерева сделаны. А у нас в квикере стоит, в колчане стоит обычные даггеры, которые из металла сделаны. Также у нас присутствует текущее снаряжение. Тяжелые ботинки железные, гавайская рубашка, плащ уклонения. Ну, он как уклонение, смещение называется. Орчий шлем на +2, тяжелый щит железный, митриловая дворская кольчуга и легкие перчатки. Также некоторое количество еды. Ну, пищевой паек, 2 ящерицы, помогают при окаменении. Лишайник, который не портится, как и ящерицы. Можно постоянно с собой таскать. Фортун куки тоже не портится. Счастливая печенька. Яйцо, которое нам может вызвать конфузию, если вы не пещерный человек и не орк. Лишайник я уже говорил. Ну, собственно, тут все. Свиток, который нам неизвестен пока, что это за свиток. Также присутствует некоторое количество палочек. Получается, палочки удара, стрикинг так называемые. Достаточно большое количество, их 3 штуки. Присутствует палочка магического миса, так называемой магической стрелы, палочка телепортации. Телепортация она телепортирует, магический мис — это просто ударная палочка, как и стрикинг, это тоже ударная палочка, только уже более легкая версия. Палочка копания, дижинг так называемый. И присутствуют 2 неопознанные палочки, о них сложно сказать что-либо. Они не опознались, пока не имеет команды Ингрейв. Они не опознались. Присутствует кольцо, а у нас нулевочка. Ну, точнее, не нулевка, оно 1 уровня, но пока непонятно, оно не проклятое, что неплохо. Присутствует 2 зеркала. Присутствует непроклятая лампа, но мы ее, скорее всего, продавать сейчас будем. Потому что нам лампы не нужны. По крайней мере, не магические лампы нам не нужны. Присутствует наглазничек, так называемый блинфолд. Это повязка на глаза. Рог единорога не получается не проклятый ключ, но это не критично. Свисток, написано, что магический, но мы сейчас еще проверим. Стеноскоп, что очень хорошо. Также присутствуют лампы, также не магическая. И, собственно, и присутствует пробный камень, который помогает определять так называемый Грейстоун. Не все камни Грейстоун, они пробные камни. Их там несколько типов. Там могут быть как обычные камни, как и проклятые камни, так и камни удачи. Для этого нужно определять через свиток идентификации. Ну, либо, собственно, по методу черкания камень о камень. Вот, как-то так. Значит, у нас присутствует свиток. Хотелось бы сейчас его прозвонить, посмотреть, что он из себя представляет. Также у нас присутствует еще сумка, в которой находится некоторое количество предметов. Это, получается, стрелы и даггеры, 1 штук. Не знаю, зачем я взял.
Ну, не суть. Плащ инвиза, что интересно. Плащ эльфийский, плащ, получается, клеенчатый, он защищает от воды нашу кольчугу при одевании. Что могу сказать про инвиз? Понятно, что это невидимость. Эльфийский плащ, он дает параметр скрытность, который позволяет вам подойти к спящим врагам, и они не проснутся. Присутствуют бинты мумии проклятые, но я не знаю, зачем их держу. Но, наверное, бинты мумии нужны для снятия невидимости. То есть, если у вас постоянная невидимость, вы ее получили посредством выпивания зелья невидимости, благословленного, то вы можете снять ее. Ну, так, по крайней мере, это необходимо для торговца, чтобы он вас пустил. По еде присутствует некоторое количество еды, так называемая вегетарианская еда, так называемый slim malt, аплей, банана, так называемые это и получается бананы, аплей это яблоки, small malt это просто вегетарианская еда переводится. Карот это морковка, которая снимает с вас слепоту, если вы вдруг ослепли. Крем-пай. Она, кремовый пирог, который можно в себя метнуть, и вы ослепнете. Для того, чтобы перестать быть ослепленным, вам нужен шарфик. Ну, как он называется? Шарф? Полотенце он называется, и вам нужно вытереться полотенцем, не проклятым желательно, чтобы у вас снялось это проклятие. Также присутствуют пищевые пайки некоторых типов. Присутствует волчанка. Пищевые пайки просто еда, ничего про нее сказать сложно. Присутствует волчанка, так называемая росток акалиты, который помогает в ликантропии. Присутствует тип рацион, который, по сути, это как собачья еда, причем там главный герой он так говорит. Ну, и она используется для приручения питомцев в большинстве случаев. Если вам нужны питомцы, вы просто в них кидаете, и они будут приручены. Яйца используются, по сути, для конфузии, особенно в проклятом состоянии. То есть вам нужно проклясть яйца, чтобы они были максимально эффективны. Присутствует неопределенный... вот у нас присутствует свет опознанный, и присутствует, получается, Magic Mapping, так называемая магическая карта, и два типа разных свитков пустых, чистых. Чистые свитки нужны для, получается, написания других любых свитков, которые вы уже знаете. Например, если вы знаете Magic Mapping, то вы можете написать свитки. Вы, например, знаете, свет мы не знаем, но мы предполагаем, что это свет. Но опять же, предположить это не знать. То есть вы должны именно его прозвонить, то есть это свет прожать сначала, а потом уже вы будете о нем знать. Также присутствуют палочки. Создание монстра, крят монстр, магический месяц, магическая стрела, ударная палочка и спид монстра, так называемая скорость, скоростная палочка, которая позволяет вам ускоряться. Два кольца, которые нужно заренеймить, потому что у нас они подписаны как name, первый уровень, а нам нужно поставить call, чтобы был первый уровень тоже. Потому что все предметы видят именно call. Name вы пишете для себя. Присутствуют зелья благословленной воды, чистые. Присутствуют проклятые зелья. И еще неопределенные, кстати говоря, нужно их сейчас прозвонить, по полярности посмотреть. Присутствует проклятый рог единорог, который желательно снять проклятие. Но опять же, его надо тоже прозванивать. Флейта. Сложно сказать по ней что-то, она проклятая, поэтому нет смысла на ней останавливаться. Присутствуют свечи. Потому что я снял проклятие, у меня перестало... Я в один момент играл, у меня был свисток. Я думал, он магический, не магический, а тут оказывается... Как узнать магический, магический? Во-первых, унифицировать через свиток унификации. Либо просто по тому, как реагирует ваш питомец. Свисток нужен именно для этого. Присутствуют свечи также у нас... Свечи нужны дальше, либо для освещения подземелий, то есть вы экипируете их на себя через команду А, и у вас проблем со светом не возникает. Brassing lamp это лампа, брас, вот это вот лантерн, это, собственно, медная лампа, которая нам
тоже используют для освещения. Ее можно заправлять зельем масла, получается. Вот. Кредитная карта, она, как и отмычка, используется, и как и ключ, используется для открывания дверей, сундуков, замков и так далее. Волшебная камера, ну не волшебная камера, это, собственно, обычная камера, используется для ослепления противников, себя и так далее. Кирка для прокладки туннелей, копания. Пик-акс, так называемая. Тининг-кит — это набор лужения, он используется для того, чтобы вы могли безопасно есть трупы, ну, в разумных пределах. Например, трупы каких-нибудь, не знаю, например, медузы вы съесть не сможете. Очень много гемов, которые сейчас мы, в принципе, сможем прозвонить, если мы сейчас камень сделаем. Но, опять же, нам... Так, наша задача сейчас, во-первых, отменить это действие, поднять следующие предметы. Еще раз просматриваем. Наша задача, пока у нас есть этот персонаж под именем Алтарь, нам нужно прозвонить предметы, взять 2 кольца, прозвонить 2 зелья, чтобы мы знали их полярность. Окей, бежим к алтарю, убираем этого священника с дороги через команду поиск. Дропаем 2 зелья на алтарь, чтобы узнать их полярность. Нам это не актуально, но примерно знать их полярность очень важно. Чтобы узнать точный уровень их, вы можете, скажем так, подбросить зелья другим мобам, с руками желательно, потому что не все мобы умеют пить зелье. Либо вы можете просто не заморачиваться, бросить это зелье, но оно не столь эффективно будет. Либо вы можете сами выпить, либо через свиток идентификации, желательно благословленной версии, просто прочитайте, чтобы она у вас... чтобы она опознала его. Вот, наша задача сейчас закалить, получается, 2 кольца, которые у нас присутствуют. Первое кольцо мы дропаем через команду D, потом команда S нажимаем и выбираем пункт тип объект, flow, на полу так называемый. Подписываем его, у нас там дублирующий первый левел, мы не знаем, что конкретно это за предметы, поэтому мы просто дропаем следующее кольцо. Нажимаем S, нажимаем тип объект на полу и также прописываем первый левел. Потом они закалились оба, тем самым они их увидят. В случае необходимости они их просто увидят. Убираем их кольца обратно в нашу сумку, потому что нам не актуальны текущий момент кольца, поэтому мы их убираем обратно в сумку, потому что они проклятые. Чтобы снять проклятие с колец, вы можете использовать зелье святой воды, либо использовать свиток снятия чар, благословленной версии желательно, потому что неблагословленная версия вас заигнорит просто тупо. Также вы можете использовать, получается зелье отмены, не зелье, а палочку отмены, но будьте аккуратнее с палочкой отмены, потому что она вам может снять все абсолютно. Поэтому сначала все выложите, что вам не нужно, а потом уже используйте по максимуму то, что вам нужно. Мы пришли к торговцу, у нас есть неизвестный свиток, мы дропаем, он стоит 33 монеты, мы нажимаем команду «Нет», открываем нашу... За 33 монеты ни один из текущих свитков не продается, поэтому мы сейчас будем просто гадать, что это за свиток. Ну, чисто теоретически, это, скорее всего, 40-й свиток, я так думаю, либо 5-й уровень, что очень плохо будет. Мы тогда подпишем его, но это 100% не 30, потому что у нас, скорее всего, скидка. Ну, тут ближайшие к 33 это 5. Я смотрю графу, если вы не понимаете. Я смотрю графу Selling Price. То есть это такая цена продажи. Я вот ее смотрю, и у нас цена продажи в 33 монеты в данный момент. И этой графы нет. Но это у нас только за туристы такая чехарда получается.
А за остальные классы у нас такого детского сада не получается. По крайней мере, я вот когда играл до 10 уровня примерно, даже чуть ли не до 12, у нас такой чехарды не было. Ну, только после 12 он там начала уже. Ну и там и то мы все деньги из торговца вытащили, потому что... Да, у торговцев ограниченный запас денег, количество точно я вам не могу сказать. Но факт в том, что у них ограниченное количество запасов, и просто вы потом не сможете им продать, тем самым они вам не смогут отдать деньги за эти предметы. Ну, получается, я думаю, мы будем писать, что это пятерка. Будем писать пятерка, либо будем писать, что это четверка. 5-4 мы напишем, пускай она думает. Тем самым нажимаем S, нажимаем Call, пишем, что это либо 4, точнее 5, либо 4. Нам точно не, из-за того, что цифры движутся, мы точно не знаем. Я нажал, получается, команду 2 косые палочки через палочку. Это самое крайнее у меня в данный момент. Это общий список предметов, которые у меня присутствуют в данный момент. И я могу посмотреть примерно, что из себя представляет Maze Scroll. Например, нам известно Magic Mapping и Enchant Armor. Также у нас прописан Enchant Verapon, так называемая. Если вы не понимаете, это получается Magic Weapon — это карта магическая, Enchant Armor — это улучшение брони, Enchant Viewpoint — это улучшение оружия. Также Remove Curse — это снятие проклятия. Собственно, основные свитки, которые нам нужны, прописаны. Единственное, только у нас не прописано... ну вот, собственно, последний свиток, который я прописал, это 5 Ant 4. То есть он неизвестный. Это, скорее всего, пятерка будет, потому что у нас все остальные свитки прописаны. Тем самым мы можем закалить ее обратно и написать, что это именно пятерка. Если это пятерка, то, скорее всего, мы прописываем, возвращаем обратно и прописываем, что это именно пятерка. Почему пятерка, я сейчас объясню. Поднимаем этот свиток. Потому что, смотрите, у нас известен Enchant Armor и Remove Curse. 4 уровень. Если вы будете смотреть, он 40-30 монет стоит. Он нам известен. Также нам известен Black Paper, так называемый чистый лист. И Enchant Verapon нам также известен. Тем самым мы уже эти два свитка знаем. Учитывая, что у нас стоит 33 монеты, то ближайшее это получается 38. Соответственно, но не 40. Получается, это как раз 5 уровень, то есть и она вот примерно столько и будет стоить. Почему такое сдвижение? Сложно сказать. Возможно, дело в туристе, для которого почему-то скидка идет. У нас 2 зелья, которые также стоило прозвонить, для этого мы их дропаем, но не продаем. То есть нам пишут цену в 50 монет. Мы открываем наш прайс-идентификацию. Открываем Potion, смотрим 50 монет, это 3 уровень. И прописываем ее. 3 уровень, он самый ходовой, то есть большая часть зелий в большинстве случаев будут именно их. По крайней мере, как мне попадались, их можно, в принципе, смывать без проблем. Также 50 монет он стоит, то есть 3 уровень, то есть без проблем мы их прописываем. Поднимаем, чтобы они не отсвечивали. Смотрим, что здесь. Тут, видите, 2 уровень за 89 монет он продает. Мы видим то, что к нам ползет Дворф Лорд. Он будет агрессивный к нам, потому что дворфы, они благочестивые. А у нас вероисповедание нейтрал. То есть для нас он будет агрессивный. Попробуем его как-нибудь... Dwarf Lord начинает отступать, почему-то нам пишут. Ну, возможно, он пугается нас, я, честно говоря, не понимаю до конца этой всей ситуации. Но факт в том, что нам нужно его убить, потому что он будет нам геморрой доставлять. Я понял. Dwarf Lord начал в нас кидать даггер, и вот почему он отступал. Мы подобрали даггер. Мы убили Дворфа Лорда на этом алтаре, который нашего вероисповедания.
мы дропнули его предметы на алтарь. Под нами находится алтарь. Чтобы позвонить предмет под вами, нажимаете двоеточие. Чтобы поднять предмет, нажимаете запятую. Собственно, мы видим то, что у нас два новых предмета. Это получается... сейчас я вам покажу, вам тогда непонятно будет, особенно если вы не понимаете. У нас два новых предмета, если у нас железные ботинки новые и дворфский плащ. Ну, дворфский плащ мы в любом случае продаем, он нам не нужен. У нас много плащей. Хотя стоит их все-таки посмотреть насчет +1, не +1. И тяжелые ботинки. Но с тяжелых ботинки у нас уже +1, поэтому мы снимаем, получается, плащ, снимаем, одеваем дворфский плащ. Он получается нолик, вот, то есть он ничего особенного. Снимаем, получается, ботинки, одеваем дворфские тяжелые ботинки. Это, кстати, тоже +1, если не ошибаюсь. Да, это +1, то есть, в принципе, можно ее оставить. Единственное, она не благословлена, поэтому сложно сказать. У нас, кстати, армор класс повысился. Точнее, не армор класс, а сила повысилась, тем самым мы чуть больнее будем этих мобов бить. Дворфский плащ стоит продать, потому что у нас плащей дохренища. Что касаемо ботинок, стоит также их пока выложить, потому что у нас благословленные они лучше, чем неблагословленные. Тем самым мы одни ботинки все-таки можем выложить. Единственная проблема в том, что у нас инвентарь не резиновый, тем самым мы все с собой утащить не сможем. Мы видим букву Е тут, самая из них опасная. Это газовая спора. Газовую спору нужно убивать на расстоянии, потому что она при гибели нанесет урон по площади вам. Тем самым вы толком ни хрена не сможете сделать. Поэтому ее рекомендуется убивать. Мы продаем дворфский плащ за 17 монет, что очень странная цена, конечно. Обычно он стоит дороже, но не суть. Также стоит одеть гавайскую рубашку. Для того, чтобы ее одеть... Вообще, что это за гавайская рубашка-то, вы, наверное, не понимаете. Гавайская рубашка — это вот этот вот предмет, она чисто теоретически поднимает, улучшает обменный курс у торговца. Для этого нам нужно снять, получается, доспех. Для этого нам нужно снять сначала плащ, потом доспех, потом одеть гавайскую рубашку, потом одеть доспех и потом одеть плащ. Вот. Убираем, получается, в нашу сумку монеты, которые мы получили за продажу. Убираем также поушены, которые мы также получили. Узнали их уровень. Тем самым мы их закалили. Смотрим, что еще мы можем в данный момент сделать. Смотрим. Шестой уровень я не рекомендую читать, потому что там есть свиток амнезии, который вам очень плачевную ситуацию может сказать. Исключение, если свиток земли вам известен, и вы можете тогда читать. Но мы смотрим, тут достаточно много поушенов, поэтому... Вот поушен левитация, это, конечно, классная вещь. Так, я думаю, сейчас стоит сделать следующее. Поднять, во-первых, зелья, благословленные наши, в водичку. И прозвонить следующий пример. Во-первых, свиток убрать, 5 уровень. Нам он не нужен в данный момент. Стоит его убрать. А что касаемо прозвонки поушенов. Я лампы не продал, да? Это косяк. Так, ладно. Мы, получается, командой Deep нажимаем. Выбираем рог единорога. Он у нас не проклятая версия. Мы благословляем ее через воду. Писать нам ничего не надо на нем, поэтому просто убираем надпись. К нам подошла газовая спора, но это не критично. Также, что я хотел еще благословить сразу же. Ключ, повязка. Еще Touchstone, так называемый пробный камень.
Для этого через команду D, в моем случае это MD, мы выбираем этот Touchstones и прозваниваем его через Potion святой воды. Так, убираем святую воду, нам пока не нужна. Тем самым, что мы сделали? Мы сделали следующее. Мы, получается, благословили рог единорога и благословили пробный камень. Для чего нужен пробный камень? Сейчас я вам покажу. То есть у вас берете любой камень, например, вот гем. Вот у нас есть Black Gem, например, ну не суть. Взяли пробный камень через команду EMR, я не помню точно, как он называется, сейчас я вам подскажу. Вы наверняка будете использовать. Ищем тут надпись MR, чтобы я вам точно мог подсказать, как эта команда называется. Но, насколько я помню, RUP она называется. Вот она, да. RUP. Взаимодействие с камнем, либо лампой. Кстати говоря, да, чтобы открыть подсказки по этим, можете нажать знак вопроса, и, собственно, у вас будет полный список. Выбираете лист игровых команд, и вот у вас здесь присутствуют все команды, которые в большинстве случаев я буду пользоваться. Ну, либо и пользуюсь уже. Рядом с нами стоит, получается, дружелюбная кошка и газовая спора. Как вариант, можно кошку с собой забрать. Она, правда, много геморроя будет наносить, но все же кошку стоит, наверное, с собой забрать. Для этого нужно кинуть в нее съедобный любой предмет, который она будет есть. Кошка, она мясоед, поэтому в нее можно кинуть, в принципе, фортун куки. Она ей тоже подойдет. Мы приручили кошку. Пускай кошка бегает, развлекается. Тут много мобов, может быть, еще. Лишние, как говорится, лишние помощники нам лишними точно не будут. Что касаемо ламп, их стоит продать. Также я смотрю, здесь присутствует лампа еще одна. Стоит до нее пробежаться, посмотреть. Ну, Board Peak, я говорил, что это большая кирка, она нам, в принципе, не нужна. Она нужна чисто классу, который использует кирки как основное оружие. То есть у кого прокачана она, например, на уровень хотя бы, не знаю, скелет. В нашем случае она не прокачана, поэтому мы ее не используем. То есть, видите, тут пик-акс есть, она. Но опять же, мы ее не используем. У нас она не уровень, не эксперт, не скиллованный, так называемый, то есть умелый. Поэтому мы ее не используем. Смотрим, что это за лампа. Она нам ее не прозванивает. Мы подходим поближе. Мы видим то, что это обычная лампа не магик. То есть у нас написано Call, но магик. Тем самым для нас эта лампа текущая бесполезна. Потому что, ну, обычно это будет, собственно, обычная масляная лампа. Она нам единственное может дать только источник света. То есть она для нас бесполезна. Очень плохо, потому что я в большинстве случаев именно через лампу играл. И в большинстве случаев кто там с кем дерется? Кошка дерется со стражником. Стражник достает кинжал. Мы видим то, что тут приполз к нам, получается, газовая спора. Мы смотрим, что у нас лежит в фликере, в колчане. В колчане у нас, получается, лежит даггеры металлические. Мы начинаем команду F и выбираем сторону газовой споры. В нашем случае это 4. Она взорвалась. Мы не будем атаковать стражника, потому что он нам не нужен. А кошка с ним может пободаться еще. Для чего нужен вообще стеноскоп? Стеноскоп очень полезная вещь. Нажимаете стеноскоп и нажимаете на себя в непроклятом версии его. Нам подсказывают о том, во-первых, сколько ХП, Armor Class, уровень. Также дополнительные характеристики, такие как Fast, Invis и так далее. Ну, Fast это скорость. Тем самым мы знаем, что мы ускорены, ну, собственно, наши
Это характеристики, которые мы и так знаем. Но очень полезно, например, для чего? Вот, например, вот наш код, мы о нем, если нажать точку с запятой, мы о нем ничего не знаем, нам покажут, что это просто прирученный код. Кошка. Хосекет — это кошка. Мы нажимаем команду А, нажимаем стеноскоп и выбираем кошку. Тем самым нам покажет, что она 5 уровень, имеет 8 из 11 хп, то есть ее немного потрепали. Armor класс 5, и она прирученная. То есть это очень полезно, потому что если вы хотите заботиться о своих питомцах, у нее очень мало здоровья, я не знаю, чего она агрессирует на нее. Это плохое решение. Момент, сейчас я... Так, сейчас поправлюсь чуть-чуть. Вот. Так, я говорил про камень. Мы нажимаем команду MR. Нам предлагает либо лампы, либо так называемая команда RUP. Либо лампы, собственно, либо, как говорится, Greystone, который у нас присутствует под именем Touchstone, пробный камень. Нажимаем его и выбираем камешек, так называемый, который я взял. Ну, Black Gem, просто чисто для примера, чтобы вам было понятно. Мы выбираем его, и это получается драгоценный камень Jetstone. Тем самым приходим к торговцу. Для чего вообще нужно прозванивать эти камни? Я сейчас покажу. Сейчас мы доползем до торговца. Вот, мы сейчас продаем Jetstone, он нам его хочет купить за 288 монет. Мы, конечно же, соглашаемся, потому что монеты лишними не будут. Только проблема в том, что рано или поздно торговец закончится. Текущий. Мы убираем монеты. Это хороший способ добыть деньги для того, чтобы купить защиту у торговца. Не у торговца, а у священника. В нашем случае защита покупается по принципу, первая, по крайней мере. Ваш уровень, то есть в нашем случае 9, умноженный на 400, это будет та цифра, которая нам нужна для того, чтобы мы купили защиту у торговца. Покупается она через команду чат. Где-то я не покажу ее, наверное. Ну да, она, видимо... вот она, в самом третья команда. Вот, поэтому ее использую для того, чтобы купить у торговца. Я, честно, ни разу не покупал защиту, но я об этом читал. Поэтому мы с вами будем это делать впервые. Так, смотрим количество монет, которые у нас присутствуют в инвентаре. Проблема большого количества монет в том, что они тоже имеют вес, тем самым вам будет некомфортно. То есть у нас уже 2900. В нашем случае нужно, получается, 3600. То есть это 9 умножить на 4 и 2 нуля приписать. То есть, соответственно, 3600 нам нужно. То есть нам, в принципе, осталось не так много монет накопить, чтобы он нам защиту выдал. Что сделать, чтобы... Через пробный камень мы будем делать. Сейчас смотрим. Камень опознался. Он у нас перекрасился в серый цвет. Тем самым мы можем его использовать. Получается, выбираем камешек еще один, парочку. Почему камни? Вот опять же, еще один Black Gem, уже 2 штуки. Ну и заодно Blue захватим следующий. Почему не все камни именно благословленные, так называемый Black Gem, не все благословленные? То есть не благословленные, а все драгоценные камни. Бывает из них еще стекла. Почему мы нажимаем, получается, камень, так называемый пробный камень, и выбираем вот это вот стекло, например. Стекло торговец не покупает. Точнее, он его может и купить, но там за... Сейчас я вам это покажу. Следующий сразу прозваниваем, выбираем... И вот это тоже стекло. Вот опять же, нам, видите, нам не повезло, нам выдали 2 стекла. Смотрим, уйди, торговец, пожалуйста. Смотрим, подходим к торговцу, и он
не покупает камни. То есть тем самым мы их можем смело забрать. Тут очень много предметов. Факт в том, что он его не купил. То есть но шаржи он его просто не покупает. Тем самым стекло это для мусора для него, по сути говоря. То есть вы можете выкинуть стекло, и ничто вам из этого. Никто его в общем и целом не купит. Ну а вот сам, собственно, поднимаем стекло, потому что оно торговцу не нужно. Нам оно, в принципе, тоже не нужно, поэтому мы просто его куда-нибудь выложим. Вот, например, на соседнюю клеточку. Ну, во-первых, это наш инвентарь облегчится. А во-вторых, мы элементарно уже будем знать о том, что это стекло. Поднимаем остальные камни. У нас их достаточно большой объем. У нас еще один драгоценный камень есть. Мы подняли все, получается, камни. Нажимаем Rub команду. Нажимаем. Это кристалл. Это самый дорогой, насколько я помню, камень. Вот этот вот делитиум кристалл. Это самый дорогой кристалл. Он очень много стоит. Ну, в принципе, мы можем дальше особо и не прозванивать, но я все-таки прозвоню, чтобы иметь представление о том, опять же, это стекло, этот камень какой-то, stone, хрисоберил какой-то. Вот это камни. Ха! Это стекло. Собственно, тоже стекло. Чем удобно впоследствии наличие... Это еще один драгоценный камень. Чем удобно впоследствии наличие этих, вы можете уже видеть, когда вы будете поднимать, либо не поднимать те или иные драгоценные камни, вы будете знать уже, что они из себя представляют. Все драгоценные камни имеют разную стоимость, а именно драгоценные камни. Для чего вообще нужны драгоценные камни? Драгоценные камни могут вам понадобиться для того, чтобы, во-первых, поднять вашу удачу. Ага, все, судя по всему. Я правильно понимаю? Да. Все, то есть, видите, мы все прозвонили, и тут все стекло. Большую часть его. Стекло, как я говорил ранее, торговец не покупает, поэтому... Стекло по своей сути оно бесполезно. Поэтому, но проблема большого количества стекла в том, что сейчас может здесь нарисоваться кристальный голем. Если мы сейчас его дропнем. Поэтому стекло стоит дропать в любом случае, но потому что оно, во-первых, весит. У нас, правда, вес не обозначается, но оно весит, можете мне на слово поверить. Вот опять же 200 монет, видите, то есть уже один камушек продали, 200 монет. Еще один камушек 67, уже неплохо. Jetstone, пожалуйста, 160 монет. А камни сами по себе весят вообще копейки, 200 монет. Но из-за того, что их очень большой объем, а вес приличный нарастает. Вот этот хризолит, который 200 монет. Но у торговца закончились монеты, видите? То есть торговец нам говорит о том, что нет у меня больше монет, поэтому ты можешь идти лесом. Соответственно, последний камень, который мы... А, он его и забрал, зараза. Видите, да? То есть он его забрал. Он его забрал, но монеты нам не отдал. Тем самым... Нам нет смысла что-либо больше ему продавать. Я хотел ему Дмитрий этот продать, или как он там называется, Дмитрий. Стоит убрать, получается, монеты и убрать камни. То есть так называемый делитрий и убрать вот 600 монет, которые у нас присутствуют. Также все остальное стекло стоит дропнуть, но его стоит дропать аккуратнее, потому что если бы дропнем его неаккуратно, нам будет не очень хорошо. Берем монеты, смотрим, сколько количество. 3600, кстати говоря. Идем
к священнику. Видим священника, нажимаем команду чат. Если я не ошибаюсь, что ты хочешь пожертвовать? Мы пишем 3600. И у нас армор класс минус 10. То есть вы сами видите, у нас армор класс был минус 6, нам дали минус 4 армор класс. Тем самым нам повысили армор класс. Армор класс повышается на постоянке до момента, пока вы не столкнетесь с некоторыми мобами, которые нам очень сильно понижают армор класс. То есть, как объяснить? Во-первых, ломая вашу броню. Во-вторых, они просто портят откровенно вам погоду. Тем самым для вас это не очень комфортно будет двигаться. Я надеюсь, что нам все-таки не попадется этот моб. Так, это не то. Не то. Убираем монеты, которые у нас остались после покупки защиты у священника. У нас, получается, осталось 60 монет. Что касаемо скроллов, чтобы их прозвонить, вам нужен свиток идентификации. Свиток идентификации, он первого уровня, и он стоит дешевле всех в магазине у торговца. Например, у скролла, либо универсального. У скролла это свитки. Вот. В нашем случае у нас нету первого уровня, так называемого наименования. Кстати говоря, нужно все свитки переименовать. Для чего? Потому что мы, когда в следующий раз будем, скажем так, когда пойдем дальше, мы будем взаимодействовать с предметами, и нам будут показывать уже его уровень. Для этого нам нужно, получается, извлечь Что касаемо камней, камни лучше раскладывать отдельно, потому что если вы будете, скажем так, большое количество камней класть в одно место, может появиться голем, который вам просто люлей будет навешивать. То же самое зависит и с едой. Если вы большое количество еды сложите в одно место, также может появиться голем. Поэтому камни лучше класть отдельно. Причем, я не знаю, делайте что хотите, но не на одну клетку, потому что если какой-нибудь появится голем, будет печально. Также может появиться мясной голем. Для этого нужно, получается, сложить еду. Большое количество мясных продуктов. Именно единиц. Получается, у нас также стоит... надо, кстати, лампы мы уже не можем продать. Мы можем продать лампы этому. Мы бежим к этому. У нас тут есть два типа торговцев. Вот, он у нас, получается, купит лампы, потому что он продает лампы, соответственно, он их купит. Мы продаем ему лампы, проклятые за 3 монеты. Для нас это, конечно, копейки. И за 3 монеты следующие. Собственно, для нас это копейки, но все же. Вот про что я говорил, товел, так называемый, это шарф, который, не шарф, а повязка на глаза, которая помогает, сейчас я вам объясню, которая помогает, здесь у меня его нету, кремовый паёк в общем и целом, то есть кремовый пирог, который, когда в вас кинули его, это будет, скорее всего, в замке. Вас в него кинут, и вы сможете с этим полотенцем вытереть глаза свои. Смотрим, что у нас еще есть. Чтобы мы бы хотели. Стоит плащ снять проклятие с текущего плаща. Также в идеале хотелось бы за Рене иметь эти кольца. Экстра хилинг хотелось бы тоже. Но опять же, он
единичный экземпляр, сомнительное решение. Что касаемо флейты, флейта нам пишет, что она не магическая, тем самым, возможно, она нам не нужна. И вот самый, собственно, дорогой кристалл, который делитриум. Также у нас присутствуют поушены. Что касаемо второго уровня поушенов, как и третий уровень поушенов, и, кстати, стоит переименовать. То есть поднять стоит текущие поушены, потому что они name стоит, а не call. Нужен именно call. Так называемый, он пишется каллет, но я его называю call. Текущие они опознаны, в принципе, это не нужно. Также стоит переименовать свитки. Переименовываем сейчас свитки, переименовываем эти предметы. Котик там дерется со стражником, но стражник взял в руки даггер, но это сомнительное решение. Кот, скорее всего, проиграет, потому что в большинстве случаев... Нет, он на начале будет проигрывать, скорее всего, поэтому он зря с ним дерется. Мы дропаем, получается, проклятый свиток 6 уровня и прописываем через команду call то, что это 6 уровень. Дропаем следующий свиток, тоже 6 уровня. И прописываем также, что это 6 уровень. У нас, благо, он дублируется. Нам не надо прописывать. Также 6 уровень. И также прописываем. Видим, у нас проклятый свиток 6 уровня, то есть закаленный уже. Соответственно, нам нет смысла его брать. Мы видим то, что еще есть один свиток занейменный, так называемый. Продаем, ну не продаем, а выкладываем его и закаливаем его тоже 6 уровнем, чтобы мы его видели. Видим, у нас остался еще один цвет. Я, правда, не понял, как я его опознал, но не суть важно. Факт в том, что мы его дропаем. И прописываем его в том, что он 2 уровня. Поднимаем все свитки, которые мы закалили, тем самым мы, по крайней мере, уже о свитках каких-то знаем. Что касаемо свистка, если он магический, по крайней мере, как тут написано, то его стоит, во-первых, прозвонить, посмотреть. Что ты хочешь юзать? Я ничего не хочу юзать, я хочу убрать наши свитки, которые у нас присутствуют 6 уровня, в еще монеты, в нашу сумку, которая у нас также присутствует здесь. Кстати говоря, да, по поводу сумки, ну и как получше я вам расскажу. Когда вы получите сумку хранения, в сумке, как объяснить? В сумку, вот я сейчас, например, только что положил, вот у нас присутствует вот так называемая непроклятая сумка, когда у нас присутствует самая обычная, без всяких там наворотов и так далее. Вот, она у нас присутствует. В нее нельзя ни в коем случае класть следующие предметы. Это Бактрикс, так называемая сумка фокусов, также палочка отмены. Она называется, если не ошибаюсь... Ой, я честно, название точно я вам не могу по-английски сказать, но факт в том, что она палочка... я сейчас вам его покажу. Это название. Вот, палочка отмены, 4 уровне. Консилатиум она называется. И эту палочку ни в коем случае нельзя класть в сумке. Вообще ни при каких обстоятельствах. Также Бактрикс. Бактрикс это сумка фокусов. Если вы вот эти два предмета положите в сумку, у вас сумка просто взорвется. Причем это был один из моих прошлых опытов. Я пришел на... Уже прошел там 20 уровень, то есть прошел там земли этого медузы. И что вы думаете? Я просто приполз и положил туда вот эти вот палочку отмены.
И у меня сумка просто взорвалась. Поэтому вот эту вот палочку Constellation, которая у вас будет присутствовать на 4 уровне, если вы не знаете, что это за палочка, лучше ее не кладите, потому что хрен его знает. А все остальные палочки класть можно. По крайней мере, я ограничений не видел. Ну, лучше, конечно, их все палочки хранить отдельно, потому что в другом сундуке. В сундуке, либо сумке. Поэтому Бактрикс мы в любом случае с собой заберем. Кстати говоря, мы могли бы попытаться попризывать мобов сейчас. Но я не знаю, как священник отнесется к этому. Просто я не знаю, как священник к этому может отнестись, поэтому сложно сказать. Но как вариант можно попытаться все-таки. У нас также присутствует еще один даггер. Стоит его, наверное, прозвонить на полярность. Что он из себя будет представлять. Он не проклятый, он как раз... К нам идет орк, кстати говоря. Что за орк? Сейчас посмотрим. А, это гоблин. Ну, он орчего типа, тем самым наш... его определил. Ну, понятно. Кот с ума сходит. Ну, мы слегка перекусим гоблином. Гоблин также дропнул свой шлем, но шлем нам не актуален, потому что у нас он чуть лучше. В принципе, мы можем идти вверх, потому что нам не сильно критично. Нам единственное, нужно снять проклятие с этой. Получается, с кольчуги. Не с кольчуги, а с бинтов мумии. Шлем дропаем, потому что нам он не актуален. С бинтов мумии стоит снять проклятие. Чтобы снять проклятие, как я говорил ранее, вам нужно использовать либо свиток, либо поушен святой воды. Свиток снятия проклятия у вас должен быть. Мы поднимаем, получается, все наши зелья, которые у нас присутствуют в данный момент, и снимаем проклятие через команду Deep, выбирая предмет, который нам хочется снять, и используем получается зелье снятия, святой воду так называемый используем. Если нам предлагают заренеймить, мы ее отказываемся ренеймить. Почему я именно хочу ее заренеймить? Если я правильно помню, персонаж... вот сейчас я вам покажу. Да. Тут Armor класс плюс 5. Тем самым это самый максимальный Armor класс, пока который мы и можем иметь. Я почему и хотел ее снять. Так, это не то кнопка. Еще раз тогда сразу плюс 5 у нас она присутствует. Стоит ее сразу же благословить, чтобы я видел, что она... Я как обычно делаю. Если предмет уровня 3 и выше, соответственно, мы его будем частенько использовать. Стоит также закалить 2 зелья, которые у нас присутствуют. У нас 2 зелья 2 уровня и 1 зелье также 2 уровня. Тем самым мы дропаем S, тип, 2 уровень колда. Дроп. Тип, 2 уровень, да. Все, тем самым у нас 2 зелья закалились, тем самым мы их будем видеть сквозь так называемую... Мы их, в принципе... также, чтобы зелье... Сейчас я, кстати, вам это, наверное, покажу сразу. Получается, зелье... Сейчас я вам покажу. Зелье Бозе, так называемое опьянение, можно, как и болезни, можно рогом единорога, который у вас присутствует в инвентаре, желательно не основным, снять во фруктовый сок превратив. И с этими зельями только единственное рог единорога и взаимодействует. Тем самым для этого нужно использовать команду, если я не ошибаюсь, Deep.
Я, правда, так ни разу не делал, но все же стоит заодно посмотреть. Стоит заодно по ушам выложить будет. Вы выбираете рог единорога. В нашем случае он благословленный. И выбираем... Но я рекомендую поначалу, во-первых, избавиться от яда. Для того, чтобы избавиться от яда, ну, точнее, от зелья болезни. То есть вы смотрите, у вас присутствует ли вообще в списке, открой список, зелье болезни. То есть вы смотрите экстра, паралич, фул, неизвестное зелье, левитация, и 3, 2, 2, 2 и так далее. То есть у вас зелье болезни не присутствует. Зелье болезни по-английски прописывается как, собственно, вот оно, sickness. В общем и целом, и бозе. Собственно, чтобы узнать бозе, ну, чтобы узнать все зелья, в принципе, их можно выпить. Но проблема в том, что не все зелья при выпивании вам опознаются. Поэтому стоит, прежде чем выпивать, в идеале, конечно, лучше через идентификацию играть. Чтобы определить зелье болезни, ну, его, конечно, можно выпить, это самый простой способ, но самый лучший способ взять, например, стрелы, дротики, либо похожая ситуация, что у вас будет взаимодействовать. Берете их и нажимаете команду Deep, стрелы, и, собственно, выбираете вот второй уровень зелья. Если ничего не произошло, тем самым команда вот этот интересненько, то есть ничего не произошло, то вам ничего и не скажут. Соответственно, это не зелье болезни. Если что-то произойдет, вот как, например, сейчас, что-то произошло, получается, наши... Во-первых, у нас изменились стрелы, они стали ядовитыми. Тем самым у нас определились... И само зелье у нас определилось. Это зелье яда. Только я не понял, какое из них какое. Ну, в принципе, мы сейчас это почитаем. Да, то есть вы видите, да, то есть получается, вот последнее зелье, которое мы использовали, это было зелье яда. Вот, то есть видите, да, Call 2, Name 2 и знак вопроса, это у нас получается зелье яда. То есть мы его переименовываем, тем самым мы дропаем его. Зелье яда, оно, по сути говоря, бесполезное, потому что в большинстве случаев вы не будете им пользоваться. Ну, второй уровень стоит, наверное, оставить, пускай будет. Мы прописываем то, что это болезнь. Ну, оно так пишется. Да. Почему, как я понял, что это болезнь, она, вот это зелье, в истории у меня, по крайней мере, здесь так написано, что она отравила мои стрелы, которые у меня присутствовали. Ну, а стрелы просто рандомно, я их подобрал случайно, чтобы для проверки вот подобных ситуаций. Смотрим, у нас присутствует зелье болезни, так называемое, его лучше смыть, потому что оно вам не нужно будет. Для того, чтобы его смыть, я показывал в прошлом выпуске. Извините, в другой раз продолжим. Стойте, с мусором не надо туда идти.